Приветствую вас, дорогие мои зрительницы, подписчицы канала. Меня зовут Елена Ермина. Сегодня я хочу с вами в очередной раз поделиться очень простым узором. Узор универсальный, и этим узором можно связать абсолютно все. От красивого летнего пальто до кардигана. Кофту, жакет, плед, снуд, шарф, шапочку. Классный узор, очень просто вяжется. Пряжу я выбрала Нака Эстива, 50% хлопок, 50% бамбук. Метраж у пряжи 375 метров в 100 граммах. Цвет пряжи 119-15. Набираю крючок 2,25. Крючку произвольной формы. Вот смотрите, просто набираю. Ну, конечно, лучше вязать образец 10 на 10 сантиметров. Вот можете набрать цепочку. Длина цепочки 10 сантиметров. Приступаем к вязанию первого ряда. Набираю 1, 2, 3 цепочку из 3 воздушных петелек. От конца цепочки отсчитываем 4 петельку, и вот в основании 4 петельки вяжем 1 и 2 столбик с одним накидом. 1, 2. Провязали. 2 воздушных петельки. 1, 2. В эту же 4 петельку провязываем еще 2 столбика с одним накидом. 3 и 4. Получается у нас, что все 4 столбика мы провязали в основании 4 петельки цепочки. Поближе покажу. 1, 2, 3. 3 воздушных петельки. Отсчитываем 1, 2, 3. В 4 петельку цепочки вяжем 1 столбик без накида. Вяжем цепочку 1, 2, 3. Пропускаем 1, 2, 3 петельки цепочки в основании 4. Провязываем 1 и 2 столбик с одним накидом. Две воздушных петельки. 1, 2. В эту же петельку, в 4, мы провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Это у нас получается 3 и 4. Продолжаем вязать. 1, 2, 3 воздушных петельки цепочка. Отсчитываем 1, 2, 3 петельки цепочки. В 4 вяжем 1 столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. Пропускаем 1, 2, 3 петельки. В 4 петельку вяжем 2 столбика с одним накидом. 2 воздушных петельки. В эту же 4 петельку цепочки провязываем еще 2 столбика с одним накидом. Будет у нас 3 и 4. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. Пропускаю 1, 2, 3 петельки. В основании 4 провязываем столбик без накида. 1, 2, 3 воздушных петельки. Отсчитываю 1, 2, 3. В 4 петельку цепочки вяжем 2 столбика с одним накидом. Так, 1 столбик и 2 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. 1, 2. В эту же петельку вяжем еще 2 столбика с одним накидом. 3 и 4.
Теперь мы заканчиваем вязать ряд. Смотрите, данный узор можно вязать прямыми и обратными рядами и также по кругу. То есть, если вы будете вязать по кругу, то вам необходимо закончить и соединить таким образом узор, чтобы у вас были раппорты. Из чего состоит узор, то есть из каких петелек. Смотрите, для удобства счета мы считаем вот эти веерочки. Получается, у нас связано 1, 2, 3, 4. 4 раппорта. Между веерочками связаны цепочки из 3 воздушных петелек. В основу раппорта входят следующие элементы. Веерок, состоящий из 4 столбиков с одним накидом, и 2 звена цепочек. То есть от веерочка до следующего веерочка это 1 раппорт в ширину. Давайте посчитаем, сколько петелек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Раппорт состоит из 8 петелек. 1 раппорт, 8 петелек. От веерочка и до следующего веерочка. Вот эти все элементы, они и составляют основу одного раппорта. Так, надеюсь, понятно. То есть для того, чтобы связать данный узор по кругу, мы должны с вами довязать вот этот раппорт. То есть здесь у нас 2 веерочка и не хватает вот этой части. Вот эту часть мы сейчас с вами свяжем. Я вам ее покажу. То есть, вязать вы уже научились. Просто я хочу вам показать, каким образом вязать данный узор по кругу. Смотрите. 3 воздушных петельки, потом в 4-ю петельку столбик без накида, 3 воздушных петельки и соединяем в круг при помощи одного полустолбика без накида. Вот в эту петельку, то есть у нас 3-я петелька подъема, я ввожу крючок, захватываю рабочую нить, и та петелька, которая у меня была на крючке, через нее я вот эту петельку провожу. Все. Таким образом вязать данный узор по кругу. Можно вязать только по лицевой стороне, а можно вязать по кругу, но поворотными рядами. Теперь мы будем с вами вязать данный узор прямыми и обратными рядами. Вяжется он, начало вязания и окончание вязания должно быть одинаковым. То есть мы заканчиваем ряд одним столбиком без накида. Вот пропускаю одну петельку, во вторую петельку провязываю 1 столбик с одним накидом. Связали первый ряд узора. Приступаем к вязанию второго ряда. 1, 2, 3 воздушных петельки. Разворачиваю вязание на другую сторону. И вершину веерочка поверх вот этой цепочки из 2 петелек мы с вами вяжем веерок. Веерок у нас состоит из 2 столбиков с одним накидом, 2 воздушных петельки, и в эту же вершину веерочка провязываем еще 2 столбика с одним накидом, 3-й и 4-й. 1, 2, 3, 4 воздушных петельки. В следующую вершину веерочка мы будем вязать с вами точно такой же веерок из 2 столбиков с одним накидом, 2 воздушных петельки, и в эту же вершину веерочка провязываем еще 2 столбика с одним накидом, 3-й и 4-й. Вот так вот у нас будет смотреться узор. Он очень-очень простой. Пропускаем вот эти элементы. Так, забыли провязать. Вяжем цепочку 1, 2,
3, 4 воздушных петельки. В следующую вершину веерочка вяжем первый и второй столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. 1, 2. В эту же вершину веерочка провязываем еще 2 столбика с одним накидом, 3 и 4. Вяжем цепочку 1, 2, 3, 4 воздушных петельки. В вершину веерочка провязываю первый и второй столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. 1, 2. В эту же вершину вяжем 3 и 4 столбик с одним накидом. И заканчиваем вязать ряд. В третью петельку подъема провязываю 1 столбик с одним накидом. Все. Связали. Связали 1 раппорт в высоту. Раппорт у нас состоит из первого и второго ряда. Третий ряд вяжем по принципу вязания первого ряда. Сейчас я вам покажу, как сделать переход ко второму раппорту. Приступаем к вязанию третьего ряда. Вяжем его по принципу вязания первого ряда. 1, 2, 3 воздушных петельки. Разворачиваем образец на другую сторону и в арочку цепочки из 2 петелек провязываем первый и второй столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. 1, 2. В эту же арочку провязываем 3 и 4 столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. В арочку цепочки из 4 петелек, вот поверх этой цепочки вяжем 1 столбик без накида. 1, 2, 3. Цепочка из 3 воздушных петелек. Вершину веерочка, там где у нас было связано 2 воздушных петелек, петельки поверх вот этой цепочки вяжем первый и второй столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. И в эту же арочку вяжем 3 и 4 столбик с одним накидом. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. В арочку цепочки из 4 петелек провязываем вот поверх этой цепочки, вяжем столбик без накида. 1, 2, 3. Цепочка из 3 воздушных петелек. Вершину веерочка провязываем 2 столбика с одним накидом, 2 воздушных петельки, и в эту же вершину вяжем 3 и 4 столбик с одним накидом. Раз, два, 3. 3 воздушных петельки. Поверх вот этой цепочки провязываем столбик без накида. 3 воздушных петельки. 1, 2, 3. И в арочку цепочки из 2 петелек в вершину веерочка вяжем первый и второй столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. В эту же арочку провязываем 3 и 4 столбик с одним накидом. В третью петельку подъема провязываем 1 столбик с одним накидом. Все, связали с вами 3 ряда узора. Давайте свяжем еще один ряд, 4-й, и у нас будет всего связано 2 раппорта в высоту. В ширину у нас с вами 4 раппорта. Считаем вот эти веерочки. 1, 2, 3, 4. Узор, если вы будете вязать прямыми и обратными рядами, он получается двухсторонний.
То есть таким образом смотрится узор с лицевой стороны и с изнаночной. А также, чтобы уменьшить ажурность, вот вам может показаться, что слишком какой-то он ажурный, чрезмерно дырявый. Давайте я вам расскажу, вот как устранить вот этот, ну, может быть, для кого-то покажется это недостатком данного вида узора. Смотрите, девочки, можно подобрать другую пряжу. Возьмите метраж, чтобы был больше, и пряжа она была тоньше. Это первый вариант. Поменяйте размер крючка. Возьмите немножко размер, допустим, я вяжу 2,25, можно вязать крючком номер 2. Второй вариант, каким образом уменьшить ажурность. И третий способ, это когда вы сокращаете количество вот этих воздушных петелек в цепочке. То есть здесь вот мы в третьем ряду с вами вязали цепочку из 3 воздушных петелек. Вы можете вязать каждое звено из 2 воздушных петелек. Если во втором ряду мы вязали цепочку из 4 петелек, то вы можете тоже уменьшить ее длину и связать, например, цепочку из 3 воздушных петелек, или, может быть, вообще из 2. А здесь можно сократить и до 1 воздушной петельки. То есть узор-то очень простой, красиво смотрится. Но вот вы можете связать несколько образцов, попробовать. Поменять пряжу, поменять размер крючка, поменять количество воздушных петелек, сократить их в каждом ряду. И у вас уменьшится вот эта чрезмерная ажурность, если она вам, конечно, не нравится. Продолжаем вязать. Довязываем второй раппорт. 3 воздушных петельки подъема, разворачиваю вязание на другую сторону. И в арочку вот этой цепочки из 2 петелек в вершину веерочка вяжем веерок. 2 столбика с одним накидом, 2 воздушных петельки и также вяжем в эту же вершину 3 и 4 столбик с одним накидом. Вот смотрите, о чем я вам говорила. Можно связать цепочку из 2 петелек воздушных, и тем самым у вас будет меньше вот эта ажурность. Но, естественно, здесь вы тоже сокращаете до 1 воздушной петельки. То есть сокращаете длину цепочек. И у вас уйдет вот это чрезмерный ажур. Провязала цепочку из 4 воздушных петелек. И в вершину веерочка вяжем 1 и 2 столбик с одним накидом. 2 воздушных петельки. В эту же вершину веерочка провязываете 3 и 4 столбик с одним накидом. Четыре воздушных петельки. 1, 2, 3, 4. В следующую вершину веерочка провязываете точно такой же веерок. И из 2 столбиков с одним накидом 2 воздушных петельки. И в эту же вершину веерочка вяжете 3 и 4 столбик с одним накидом. Раз, 2, 3, 4 воздушных петельки. Вершину веерочка провязываете 2 столбика с одним накидом, 2 воздушных петельки. В эту же вершину веерочка вяжете 3 и 4 столбик с одним накидом. В 3-ю петельку подъема вяжем столбик с одним накидом для того, чтобы выпрямить ряд по высоте. Все, связали с вами 2 раппорта. Вот такой вот у нас узор получился. Это изнаночная сторона узора и лицевая. Если вы будете вязать только по лицевой стороне и по кругу, то узор у вас будет смотреться гораздо интереснее. Значит, давайте еще закрепим. Значит, раппорт состоит из 2 рядов. 1 и 2. Это основа раппорта в высоту. 3 вяжется по принципу вязания 1-го ряда. 4 по принципу вязания 2-го ряда.
Также раппорт у нас состоит из 8 петелек. Основа раппорта. В основу раппорта входит вот этот элемент из 4 столбиков с одним накидом, 2 столбика плюс 2 воздушных петельки плюс 2 столбика. Все они вяжутся в основании одной петельки. Дальше у нас идет 2 воздушных петельки, столбик без накида. Так, здесь у нас 3 воздушных петельки, столбик без накида, 3 воздушных петельки. Вот это основа одного раппорта. То есть веерочек и плюс 2 цепочки. Следующий веерок — это уже начало другого раппорта. Так, все, постаралась вам подробно все рассказать, показать и объяснить. Таким образом, давайте поближе его рассмотрим. Узор довольно-таки универсальный, подойдет он для вязания жакета, летнего пальто, демисезонного пальто, кардигана, жилета. Связать можно снуд, красивую ажурную шапочку, летнюю, весеннюю, и также для детей, палантин и летний плед для ребенка в колясочку. Тоже будет красиво смотреться. Как вы убедились, вяжется он очень-очень легко и просто. Всего лишь 2 ряда. Для этого вам даже не потребуется схема вязания. Если вам понравился данный вид узора, поделитесь этим узором через соцсети, через другие там варианты. Можете передать данный мастер-класс своим подругам-рукодельницам. И обязательно сохраните у себя в плейлисте, в копилочку возьмите. Я думаю, он вам пригодится. Спасибо, что досмотрели данное видео до конца. Надеюсь, вам мастер-класс понравился. А я с вами не прощаюсь. Всем пока-пока. Жду вас на своем канале.